Ну а теперь давай познакомимся с типами данных, которыми мы будем пользоваться. Сейчас у нас здесь слишком много текста, поэтому я предлагаю убрать комментарии, чтобы нам было проще сосредоточиться на переменных. Итак, я убираю комментарии здесь. Для этого я нажимаю сочетание клавиш Ctrl-X или на MacBook Command-X. Так, теперь у нас осталась только наша программа без комментариев. Давай посмотрим, чем мы уже пользовались. Во-первых, это, конечно же, числа 18, 7 и 8. Но кроме чисел, мы уже пользовались и строками. Смотри, вот здесь, когда мы печатали сообщение, мы ставили кавычки. Это строка. В кавычках можно записать что угодно, и оно будет выводиться как текст. То есть строки нам нужны, когда у нас есть какая-то текстовая информация. И есть еще третий тип данных, который мы уже неявно воспользовались. Это логический тип boolean. Смотри, вот здесь в условии мы поставили выражение, которое проверяло, верно ли утверждение, что amount у нас больше либо равен, чем цена конфеты. Так вот, результатом этого выражения является значение true или false, правда или ложь. Если утверждение верно, то значение будет true. Если утверждение ложно, то значение будет false. Давай сейчас запишем в новую переменную результат вот этого выражения. Для этого я сейчас создаю новую переменную, которую назову has enough money, и положу в нее результат выражения. Для этого я его отсюда вырезаю, вот сюда вставляю, а теперь вот сюда в скобочки я напишу переменную has enough money. И это можно прочитать. Если у нас достаточно денег, то тогда напечатай это сообщение. Иначе напечатай вот это сообщение. Теперь давайте посмотрим, а что хранится в нашей переменной has enough money. Для этого я воспользуюсь командой console.log. Итак, я копирую ее, вставляю вот здесь. Теперь сюда вместо amount пишу переменную. И здесь в качестве текста напишу has enough money. И мы видим, что has enough money у нас true, то есть правда. Значит, у нас сейчас достаточно денег. А если в начале у нас денег станет меньше, то теперь has enough money будет false. И мы видим новое сообщение. Таким образом, теперь вы знакомы с тремя типами данных. Первый – это числа. Второй – это строки, которые пишутся в кавычках. И третий – boolean, у которого может быть одно из двух значений true или false. Мы можем записать его явно. Я пишу здесь true, и тогда независимо от нашего amount у нас будет срабатывать ветка, когда денег достаточно, поскольку мы явно указали, что у нас достаточно денег. Если же я поставлю здесь false, то у нас будет срабатывать вторая ветка, когда денег недостаточно. В следующих видео мы более подробно рассмотрим, как работать с каждым из этих типов данных.